Представляю вашему вниманию наш новый советник Фракталан. Советник работает по стратегии Мартингейла и использует в своей работе индикатор фракталы. При пробитии фрактального уровня открывается очередной ордер Мартингейла. Для брокера, который работает с контрактами 10 тысяч единиц базовой валюты, в данном случае Instaforex, минимальный депозит составляет $100. Это результат прогона за 5 месяцев. Такой же результат советник показывает и у другого брокера, контракты которого составляют 100 тысяч единиц базовой валюты, в данном случае RoboForex. Также прогон за 5 месяцев и результат торговли. Здесь минимальный депозит должен быть не менее $500. А сейчас о надежности советника Фракталан. Посмотрим, какой уровень просадки он может выдержать при движении цены против открытых ордеров. Ну вот, пока все идет нормально, советник зарабатывает без проблем. Здесь тоже все хорошо. И вот случилось нечто. Было заседание ФРС, и вот таким образом рынок отреагировал на те решения, которые ФРС принял. Цена обвалилась. Советник усредняется. Уже открыто 4 ордера. 5. Цена продолжает падать. И давайте посмотрим размах движения цены. Вот был открыт первый ордер. И до минимума цены. Почти 300 пунктов. И тем не менее советник вышел из этой непростой и довольно драматичной ситуации. Вот результат закрытия этих ордеров. Поэтому не зря мы говорим о том, что минимальный депозит должен быть большим. То есть вот в данном случае компания Instaforex, депозит должен быть не менее $100. Такая же ситуация была и у другого брокера RoboForex. Здесь все еще более драматично. Здесь советник открыл ордера немножко раньше. И движение цены здесь составило уже 3500 пунктов. Или 350 пунктов для четвертого знака. Открыто уже 7 ордеров. И драматичность ситуации добавляет то, что стоп-аут у RoboForex составляет 40%. В отличие от Instaforex, где стоп-аут составляет 10%. Но тем не менее посмотрим, что будет дальше. Вы видите, что цена практически достигла стоп-аута и советник остановил торговлю. Превышен лимит на просадку и торговля была остановлена. Конечно, работа по Мартингейлу требует выдержки и терпения. Ну вот, ордера закрылись. Смотрим результат. Вот такой результат при закрытии этой серии ордеров. Вы видите объем лотов и вы видите прибыльность по этим ордерам. Начальный депозит в этом случае был $500.
При тестировании советника обращайте внимание на то, какой установлен спред. Лучше не использовать текущий спред, а устанавливать тот спред, который является средним для вашего брокера. Дело в том, что на выходные многие брокеры увеличивают спред. В данном случае вот вы видите, что для фунт-доллар спред установлен 108 пунктов. Вот смотрите, запустим обычный стандартный советник со скользящей средней. Установлен текущий спред. И вы видите, какой спред сейчас в данный момент показывает тестер. Можем измерить. Те же 108 пунктов. Конечно, при тестировании с таким спредом вы получите значительно другие результаты. Поэтому рекомендую устанавливать тот спред, который чаще всего вы видите у себя в обзоре рынка. Допустим, 20 пунктов. Ну вот, совсем другое дело. Такую же картину на выходных можно наблюдать и у другого брокера Instaforex. Стандартный спред здесь 3 пункта, но в выходные вы видите спред увеличен практически в 3 раза. Мы можем это тоже сейчас посмотреть. Ну вот, 9 пунктов. Поэтому не рекомендую использовать текущий спред. Лучше поставить средний спред, который использует ваш брокер на данной валютной паре. За счет чего советник выдерживает такие большие просадки и такие длинные движения против себя? Все очень просто. Дело в том, что ордер открывается только тогда, когда есть пробитие фрактала, уровня фрактала, и цена закрытия находится выше этого фрактала. Горизонтальная синяя линия, которую вы видите на графике, никак не влияет на работу советника. Это всего лишь визуальная информационная метка, предназначенная для трейдера, которая показывает, где предположительно ожидается открытие нового ордера. Если вы поднесете курсор к этой линии, то увидите контекстную информацию. По какому периоду строятся фракталы, это 5-минутный период, ожидается пробой верхнего фрактала и цена этого фрактала. Ну а если вы поднесете курсор к этому фракталу, то вы увидите аналогичную цену. Смотрим дальше. Ну и вот вы видите, здесь бар закрылся выше фрактального уровня, и в итоге советник открыл ордер на покупку. При этом советник учитывает расстояние между ордерами, то есть оно должно соответствовать шагу, который установлен в настройках. А вот здесь смотрите, да, движение было достаточно большим, но поскольку пробития фрактального уровня нет, советник здесь не открыл ни одного ордера. Ну вот вы видите, достаточно длинное движение, но нет ни одного пробоя фрактального уровня. Поэтому советник не открывает никаких ордеров. И вот только здесь был пробит фрактальный уровень, и советник открыл ордер на покупку.
Вот такой принцип работы советника Fractal при пробое фрактальных уровней. Теперь перейдем непосредственно к настройкам советника. Советник может работать в трех режимах. Открытие первого ордера может быть открыто с помощью отложенных ордеров, с помощью рыночного ордера или с помощью ручной торговли, то есть когда трейдер сам открывает первый ордер. В данном случае у нас установлен открытие первого ордера с помощью рыночного ордера. И вы видите в контекстной подсказке, по каким фракталам работает в данном случае советник. Это М5, 5-минутный график. Если вы выбрали открытие первого ордера с помощью рыночного ордера, то на графике появляются две горизонтальные метки. Повторюсь, они никак не влияют на работу советника, они являются лишь ориентиром для трейдера. Эти горизонтальные линии несут информацию о ближайшем фрактале. Если цена закрытия этого бара, текущего бара, будет выше этой синей метки, то советник откроет ордер на покупку. Если цена пойдет вниз и пробьет красную линию и закроется ниже этой линии, будет открыт ордер на sell. И после советник будет уже дальше смотреть. Если цена идет в его направлении, сработает take profit. Если цена пойдет против открытого ордера, то советник будет усредняться и открывать ордера Мартингейла. Ну вот осталась 1 минута, давайте подождем, чем закончится здесь эта история. Ну вот, видите на ваших глазах, цена закрытия оказалась выше фрактала, то есть цена пробила фрактал, и советник открыл ордер на покупку. По-другому работает режим открытия ордеров с помощью отложенных ордеров. Здесь вам нужно установить расстояние от цены до отложенного ордера. Ну, поставим поменьше, чтобы было видно. 3 пункта. После появления очередного тика советник выставляет два отложенных ордера. Buy Stop и Sell Stop. На расстоянии 3 пунктов, которые мы установили от текущей цены. После срабатывания одного из этих ордеров, второй удаляется, автоматически удаляется. Ну и третий режим работы советника при открытии первого ордера — это ручная торговля. Она аналогична установке магического номера -1. То есть это аналогичные ситуации. Вы можете использовать магический номер -1 для ручной торговли или можете выбрать просто ручную торговлю. Просто многие трейдеры путаются с этим магическим числом, поэтому мы выделили отдельный режим ручная торговля. Ну, появляется предупреждающая надпись, что активирована ручная торговля. В этом режиме советник не открывает первый ордер. Он лишь усредняет те позиции, которые находятся на графике. Первый ордер должен открыть сам трейдер. После появления нового тика советник увидел этот ордер и отобразил на своем табло. Если вы поднесете курсор к ордеру, открытому вручную, то видите, как отличается надпись в контекстной подсказке. То есть видно, что этот ордер открыт вручную. Если вы переключите периоды и откроете журнал советника, то здесь вы тоже увидите предупреждающую надпись, что активирован ручная торговля и магический номер установлен по умолчанию -1. Если ордер закрыт,
по take profit, по стоп-лоссу, или просто трейдер его удалил. Вот давайте это сделаем. Так, вот мы удалили ордер, ордеров в рынке нет. И появляется вот такое предупреждающее сообщение о том, что существует перерыв перед открытием нового ордера. И в зависимости от появления тиков, это время, этот интервал будет изменяться. Здесь установлена минута, которую советник выдерживает перед открытием нового ордера. В настройках это находится здесь. Здесь вы можете выбрать, какой интервал перед открытием нового ордера вы хотите выбрать. Ну, для чего это сделано? Для того, чтобы переждать какую-то неопределенность на рынке, переждать новости, пресс-конференцию, ну или просто по какой-то другой причине. Ну вот время истекло, и советник установил очередные отложенные ордера. Период фракталов задается вот в этой команде, таймфрейм фракталов. По этим фракталам советник будет открывать ордера Мартингейла. Здесь вы можете выбрать направление, открывать ордера только на покупку, ордера только на продажу или в обе стороны. Можно остановить торговлю по какой-то причине, допустим, вы не хотите, чтобы советник открывал новые ордера, вы можете отключить торговлю. Появится вот такое сообщение. Дальше вы можете выбрать здесь работу в пятницу. Или если вы хотите в пятницу отдыхать, дать возможность советнику закрыть все открытые на неделе ордера, то можно оставить false. Если хотите, чтобы советник продолжил торговлю в пятницу, поставьте true. Здесь вы можете задать начальный объем лота, а также выбрать фиксированный объем лота для ордеров Мартингейла. Если, скажем, поставим 5 сотых, то первый ордер будет открыт 1 сотой лота, а остальные ордера будут открываться по 5 сотых лота. При этом неважно, какой будет коэффициент Мартингейла, который здесь установлен. Если фиксированный лот Мартингейла, эта строчка заполнена, если в ней кроме нулей стоят какие-то другие цифры, то советник будет работать по этому значению. Коэффициент не будет приниматься в расчет. Максимальное количество ордеров, открытых ордеров вы можете здесь установить. Стоп-лосс, take profit. Минимальное расстояние между ордерами. Все это в пунктах. При выборе отложенных ордеров вы можете здесь установить отступ отложенного ордера от цены. Дальше у нас идет раздел управления риском. Здесь можно включить безубыток, установить значение безубытка. Здесь можно установить сумму профита со сделки, то есть с одного цикла. Допустим, здесь установлена, в данном случае установлена цифра 3, это на данном счете это $3. Когда прибыль по текущей валютной паре достигнет $3, все ордера будут закрыты и советник начнет новый цикл. Ну вот вы видите, мы включили этот параметр, и здесь появляется соответствующее сообщение, что фиксированный профит $3 со всего цикла сделок. То есть когда прибыль по евро-доллару станет $3, все ордера на этом текущем графике будут закрыты. В этом же блоке вы можете установить ограничения по просадке для открытия ордеров. В данном случае установлена цифра 70, то есть при просадке 70%, когда эта цифра будет достигнута, советник прекратит открывать новые ордера. Также вы можете закрыть ордера при определенном уровне просадки. Для того, чтобы этот параметр не работал, установите цифру 100.
Если вы хотите ограничить свою просадку, то установите цифру, которая вам нужна. Ну, допустим, 50. Также вы здесь можете выбрать закрытие посредством. То есть включаете эту функцию и устанавливаете, при каком значении по средствам советник должен закрыть все ордера. Это можно сделать как меньше баланса, так и больше баланса. В данном случае у нас баланс 5001 доллар. Ну, допустим, можно поставить при сумме 5050 закрыть все ордера и остановить торговлю. В чем отличие от прибыли по сделкам и закрытия по средствам? При прибыли по сделкам, при этой команде, после закрытия ордеров советник начинает новый цикл. Если вы закрываетесь по средствам, то советник остановит свою торговлю и торговля продолжаться не будет. Ну, сейчас вот появится новый тик и надпись изменится. Если вы поднесете курсор к этой надписи, то вы видите, что здесь в контекстной подсказке указано значение, при котором будут закрыты все ордера. Но чтобы вам было более понятно, покажу это в тестере. При установке прибыли по сделкам, здесь мы установили 2 доллара по сделкам, вы должны учитывать и размер take профита. Начальный лот у нас задан 2 сотых и take profit 20. То есть очевидно, что когда будет 20 пунктов, советник не наберет 2 долларов. Поэтому здесь вы можете сочетать маленький take profit, допустим, по одиночной сделке, и закрытие серии ордеров Мартингейла, когда до take profit, допустим, далеко, они могут закрыться по прибыли. То есть здесь вы уже сами можете сочетать и выбирать, что вам в данный момент нужно. Мы же здесь для демонстрации установим take profit 200, чтобы он нам не мешал. И все ордера будут закрываться, когда будет прибыль 2 доллара. Ну вот в данном случае вы видите, открыт один ордер, есть прибыль, но take profit большой, поэтому ордера не закрываются. И вот он закрылся. Так, смотрим в журнале. Ну вот вы видите, что этот ордер был закрыт с профитом больше 2 долларов. И сразу же, после того, как произошло закрытие, советник сразу же продолжает открывать новые ордера. Ну вот опять очередной ордер. Есть прибыль, но прибыль не соответствует 2 долларам, поэтому советник не закрывается. Давайте остановимся и посмотрим по-другому. Давайте сделаем, вернем 20 долларов и снова запустим. Вот теперь видите, веселее происходит. Закрытый по take профиту. Закрытый по take профиту. Так, а здесь? А вот здесь как раз серия ордеров из нескольких штук. Как раз они закрылись. Сумма 2 доллара 44 цента. То есть вот два способа, которые вы можете использовать, когда включаете прибыль по сделкам. Ну и как я вам говорил, что советник после закрытия и выполнения плана по прибыли продолжает торговлю. Теперь давайте включим закрытие по средствам. Так, допустим, поставим сумму, когда он должен закрыться при сумме 105 долларов. Так, отключим фиксированную прибыль. При такой настройке, когда план будет выполнен, советник прекратит торговлю. Вот в данном случае это произошло. План выполнен.
И советник больше не будет открывать ордера. Да, вот вы видите подтверждающую надпись в журнале, что план выполнен. То есть больше советник не откроет никаких сделок, пока трейдер не вмешается и не переустановит советник. Также в управлении риском вы можете установить ограничения по максимальному объему всех открытых лотов. В данном случае стоит 100 лотов. Если вам нужна цифра больше, установите больше. Если нужно меньше, установите меньше. По умолчанию 100 лотов установлено. Раздел Trailing Stop. Здесь вы можете выбрать, каким трейлинг стопом пользоваться, обычным или общим. Сразу нескольких ордеров. Выбор таймфрейма для трейлинг стопа. Трейлинг стоп может быть как по пунктам, так по экстремумам бара high-low и также по фракталам. Таймфрейм фракталов здесь для трейлинга устанавливается. Ну и здесь, я думаю, тоже все понятно. Если вам не нужно отсчет времени, то вы можете здесь его выключить, когда установлена пауза. Также можно убрать горячие кнопки, если вам не нужны. Ну и так далее. На этом я закончил обзор советника Fractalan. Пробуйте, скачивайте его. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания.